Еще раз всем привет, это я, Валерий Казаков, и с нами задача с польской олимпиады для 8 класса. Дан квадрат, на его стороне построена полуокружность и проведена касательная. И вот отрезочек снизу равен единичке, нужно найти площадь квадрата. Я дам буквы. А, Б, С, Д – это наш квадрат. БК – это касательная к полуокружности, которая пересекает сторону СД в точке М. Ну, можно сказать, что это О. Вот ДК равно единице. И нужно найти площадь нашего квадрата. Ну, что я помню или знаю про Польшу, совершенно недавно узнал, что польские программисты, ну, одни из сильнейших в мире, входят в тройку лучших программистов по разным рейтингам. Знаете, есть какие-то основания довольно серьезно. И еще посмотрите на флаг Польши. Вы знаете, что его стороны относятся как 8 к 5. То есть стороны этого флага находятся в отношении, ну, практически золотого сечения. Это очень интересно. Ну, а мы приступаем к нашей задачке, постараемся решить ее по 8-классному, по 8 классу. Ну, кто-то скажет, это простая такая задача на один зуб, да, вряд ли. Вы просто забыли себя в 8 классе. Вот это явно не стандартная задача. Вот один известный такой писатель, который был еще летчиком, сказал, все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит. Потом вы много задебались математикой, олимпиадами, закончили вуз, высшее учебное заведение, совсем другое мышление приобрели, вам кажется, что в 8 классе все было так же и радужно, ничего подобного. На Олимпиаде все трясутся, как зайчики, небо самчитку, никто особо не соображает. Ну, особенно на ранних этапах уже, когда не очень опытный. Итак, поехали. ДК равно единице, я это отмечу. И требуется найти площадь нашего квадрата. Давайте перейду на жирный. Тут писать не очень-то много нам придется. Вот, и нужно найти площадь этого квадрата. Что я сразу отмечу? Что из точки Б к окружности, к полуокружности приведены две касательных. Ну, БА перпендикулярно АД, поэтому БА касательная. Отрезки касательных, проведенных из одной точки к окружности, равны между собой. Я могу обозначить эти отрезки X и X. Ну, БС ведь тоже X, правильно? И СД X. Дальше что? Дальше я возьму и обозначу отрезки МФ и МД, которые тоже являются отрезками касательных, проведенных из точки М, буквами Y и Y. Тогда мне окажется, что отрезок CM будет равен CD, которая X минус Y. X минус Y. Ну все, гипотенуза BM X плюс Y. Вот гипотенуза BM будет X плюс Y, верно? И катеты равны x и x минус y. Я могу применить что? Теорему Пифагора. Все, возьму синий цвет, напишу треугольнику BCM. BCM применим теорему Пифагора. Это будет x в квадрате плюс x минус y в квадрате. Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы x плюс y в квадрате. Быстренько возвожу. X в квадрате плюс x в квадрате минус 2 xy плюс y в квадрате равно x в квадрате плюс 2xy плюс y в квадрате. Писанины много, но взаимно уничтожается. Здорово. Тогда получается x в квадрате равно 4xy. Делю на x, которое не равно нулю и больше нуля. X равно 4y. Вот что я получил. Что весь x, все cd, 4y, mdy. Тогда cm будет сколько? Я здесь сотру и напишу, что cm будет равно 3y, правильно? 3y. Итак, теперь я рассматриваю подобие двух треугольников. Кое-что подсотру. Это я сотру. Это мне не нужно. Да даже и вот это мне не нужно, и вот это мне не нужно, и вот это мне не нужно, и все. Итак, я рассматриваю подобие двух треугольничков. Здесь тоненьким только прямой уголок нарисую. И скажу, что вот этот треугольничек, вот этот, подобен вот этому. Правильно? Правильно. Ну, почему они подобны? Ну, они подобны там по двум углам. Вот есть вертикальные уголочки,
и какие-то еще. И вот это угол равен этому, как накрест лежащие. Все, значит, смело можно это записать, что треугольник, давайте зеленым запишу, треугольник BCM подобен треугольнику КДМ по двум углам. Что отсюда следует? Что стороны пропорциональны, что сторона BC относится к стороне ДК, то есть x относится к единице, как сторона CM относится к стороне MD. Они же лежат против равных углов. То есть как 3y относится к y. Ну все, после сокращения получается, что x равно 3, и тогда площадь нашего квадрата 3 в квадрате 9. Ну вот и решили мы эту, ну, может быть, несложную задачку. Ну что ж, в качестве домашнего вы должны написать, как звали того писателя, то произведение, где он сказал, что все взрослые сначала были детьми. А я запишу ответ, площадь квадрата 9 и присылайте свои замечательные решения. Пока, до новых встреч. С вами был Валерий Казаков.